Всем привет! В эфире новый выпуск исторической разведки. И сегодня мы поговорим о личности, о которой мы уже упоминали в ранних выпусках, касаясь истории абадзехов и убыхов, о Магомед Амине. Это посланники наибе Шамиля, чеченского повстанца, к черкесам во времена Кавказской войны. Итак, Мухаммад Амин, или в некоторых источниках его имя звучит как Магомед Амин, также известный как Асияслав. Родился в 1818 году в Дагестане, в ауле Ганода. В детстве его обучал грамоте небольшой, скажем так, его родственник, дядя лично, а потом его передали на воспитание к дагестанскому мулле, очень известному, знаменитому в то время, где он, так как он выражался, скитался в качестве ученика тильмиза. Там его также продолжали обучать грамоте, обучать основам ислама. При этом никогда не забывали, что он сам-то из дворянской семьи. К 17 годам он стал очень опытным учеником, как и называли хафизом. То есть он знал наизусть практически весь Коран, мог читать и толковать его подробно. И в 17 лет он стал так называемым мюридом. То есть в то время это было активное религиозное движение на Кавказе, под знаменами которого происходило сопротивление Российской империи. Мюридизм или суфийская ветвь ислама. Он стал учеником Шамиля, предводителя всех дагестанских и чеченских народностей, пытавшегося объединить все народы Северного Кавказа под знаменами ислама в борьбе с Российской империей. Он занял довольно влиятельное место в его среде, его всячески обучали, Шамиль его посылал для решения своих определенных дел, на переговоры. И поскольку со стороны Черкесии постоянно приходили посланцы с просьбой представить какого-нибудь своего представителя в Черкесии, Шамиль, скажем так, решил именно его избрать таким вот посланником в Черкесию. Для чего он специально начал обучать его черкесским обычаям, черкесским этим особенностям быта, их историям, для того, чтобы он там мог ориентироваться очень легко в черкесской среде. Подготовка его усилилась в связи с тем, что предыдущие два наиба, которых посылал Шамиль в Черкесию, они потерпели неудачу. Первый из них, это Хаджи Магомед, он всего 2 года пробыл в Черкесии и скоропостижно скончался, так и не сумев какое-то влияние представить в среде черкесов. А второй наиб Сулейман Эфенди также 2 года продержался, но поскольку, в общем-то, был крайне слаб в авторитете, в итоге в первой же стычке с русскими сдался русским, из-за чего оказался, по сути дела, предателем. Поэтому было принято решение именно хорошо подготовить нового наиба, и Мухаммед Амина отправили в Черкесию, к Абадзехам. Случилось это в 1848 году. Его тайно вывезли в Орбе через русские территории, привезли и отправили за Кубань к Абадзехам. В первый же год он начал активную деятельность. Его идея состояла в том, чтобы произвести в черкесском обществе определенные реформы административного характера и распространить их на все черкесские племена, для того, объединив их в такую конфедерацию, что ли, под знаменами именно ислама, под судебной системой шариата юридической. Он уже в первый же год начал агитировать о том, что с русскими контактов не должно быть никаких переговоров, только прямые столкновения возможны, и все. При этом эта пропаганда шла настолько активно, что доходило вплоть до того, что он когда он сдавал любые попытки контакта с русскими, он их пресекал, то есть нападал на самих черкесов, которые пытались мириться с русскими или как-то с ними договариваться. В следующем году, в 1849 году, на первом собрании, как его звали тогда уже шейх Магомед Амин, на первом собрании его признали авторитетом, полностью перешли в его подчинение именно абадзехи. Там же были приняты решения о распространении этих идей на соседней территории. В частности, понятно было, что абадзехи, убыхи, шапсуги, они были противниками Российской империи, и они не были в первую очередь его влияния. То есть, в первую очередь он намеревался, скажем так, повлиять на мирных или замирившихся черкесов, те, которые уже с русскими помирились и перешли на ту сторону. Это ждухи, кемергоевцы, часть кабардинцев, и остальные были мелкие черкесские племена. В первую очередь он провел реформу абадзехов,
Вся территория была разделена на 12 участков, в каждом из которых был свой орган управления, махкама. В ведении этого органа находились все религиозные вопросы, общегосударственные дела. Значит, там было 5 выбранных лиц, так называемые эфенди, кто духовные лица, скажем так, да, религиозные лидеры. Там же находилась мечеть, суд, религиозная школа, тюрьмы, и каждый участок должен был выставлять по 100 всадников. При этом всадники находились на содержании вот этих дворов, из-за чего у него начинались такие, скажем так, конфликты уже с дворянством. Вот. При этом он активно пропагандировал отмену рабства и работорговли, в принципе, что очень сильно его, опять же, с дворянами столкнуло. И, по сути, они вместе с убыским князем Керантухом начали практически параллельно объединительное такое движение среди черкесских народов. Только единственное, что убыхи объединяли причерноморских черкесов, а Магомед Амин он объединял тех, кто на территории к северу от Кавказских гор. Но при этом впоследствии их интересы, поскольку сходились, Магомед Амин распространил свое влияние в том числе и на Убыхи, на Сочинский регион. Итак, его деятельность к 50-му году принесла успех. Многие племена, находившиеся в дружбе с русскими, начали волноваться, переходить на сторону Магомеда Амина. Происходило, скажем, где-то откололись целыми племенами, где-то частями, началось сопротивление российским властям, из-за чего у российских властей уже появилось такое определенное напряжение. Они стали отслеживать деятельность внимательно Магомеда Амина и всячески пытаться найти способы ему помешать. Из всех больших крупных племен, которые сражались с Россией, ему удалось, скажем так, объединиться с убыхами, но с шапсугами дело шло тяжело. Они не хотели переходить на его сторону, потому что у них было сильное сопротивление к исламу конкретно. У них, скажем так, ислам, он очень сильно не доминировал. Для того, чтобы с ними как-то объединиться, он, дочь шапсузского князя Балатокова, чтобы таким браком объединить вот этот союз. Именно в это время он активно начинал сжигать священные рощи адыгов, строил в них мечети, снимал кресты оттуда, то есть всячески сильно распространял ислам и шариатскую систему суда. Из-за чего, если у дворян он имел успех на этом поприще, то у простых людей, у крестьян это вызывало, наоборот, негативное отношение, очень это, скажем так, раздражало, поскольку ислам среди них был не распространен. Как мы знаем из выпуска про убыхов, все это со временем привело к тому, что эти мечети сжигались самими убыхами и рощи вновь восстанавливались. То есть такой конфликт постоянно происходил. Итак, вот это движение против именно распространения ислама к 1951 году вызвало в первую очередь восстание самих шапсугов, которые отторглись от Магомеда Амина. Вот это повсеместное распространение противодействия исламу, сжиганием мечетей, оно сильно повредило власть Магомеда Амина. Однако в 1952 году он провел очередное собрание, где произнес такую пламенную речь, которая очень сильно повлияла на умы всех этих черкесов. Во время своего выступления он пообещал, что Османская империя обязательно поможет черкесам в этой войне, что он уже обо всем договорился, и войска вот придут, и что нужно до последнего сопротивляться Российской империи, объединяться и всячески отстаивать свою землю, свою независимость. Это, скажем так, произвело такое смущение среди его противников. И его авторитет вновь восстановился. То есть опять он начал свои движения по восстановлению консолидации племен и распространению ислама. Также ему очень помогло то, что он освободил рабов, и бывшие рабы также выступали в его поддержку. То есть увеличилась, по сути дела, его армия, его последователи. Таким образом, к концу года он восстановил влияние свое не только на территории вот этой окружающих Абазехи племен, но даже у натухайцев. То есть, по сути, вся Черкесия полностью перешла под его знамена, и вот эта реформа, которая проводилась в Абадзехе, была распространена им на всю территорию Черкесии уже. В это время он начинает активно агитировать
такую политику партизанской войны, так называемой. Это когда черкесы нападали отдельными такими отрядами на побережье, на крепости, где-то на отряды отдельные, проходившие на территориях к северу. Но прямых стычек он не давал с российской армией, понимая, что регулярные части больших крупных воинских соединений, они ему не по зубам. При этом надо отметить, что в те же годы, с 50 по 52 год, времена его упадка и резкого взлета, Магомед Амин при непосредственном объединении всех этих черкесских народов, он терпел поражение от русских войск. То есть с северной стороны сначала его отряды попали в засаду в борьбе с русскими силами у горы Умна. И эта стычка кончилась для Магомеда Амина неудачей, его войска разбили. Позже князь Иристов непосредственно дал ему также сражение в Черкесии путем вылазки и разбил его отряды. Это очень сильно негативно, скажем так, повлияло на его авторитет, то есть показало то, что несмотря на объединение и вот этих вот реформы, проводимые в Черкесии, все-таки, скажем так, часть войсковая, организационная, она проработана очень плохо. Надо заметить, что частью его политики являлось внешнеполитическое сношение с разными государствами в целях заручиться определенными интересами. В частности, Англии и Франции. В 1953 году Магомед Амин писал письмо королеве Виктории с просьбой о помощи Северному Кавказу в борьбе с Российской империей, упоминая при этом, что таким образом поможет и сдержать распространение Российской империи на Ближний Восток в сферу интересов Англии. Русско-турецкая война, которая началась именно в этот период, она способствовала такой повышенной дипломатической активности держав, из-за чего, допустим, маршал Сент-Арно приезжал из Франции и лично прибывал на Северный Кавказ, общался с Магомед Амином, обещая ему помощь. Англичане активно искали контакта с Магомед Амином для того, чтобы свои какие-то дела там решить. То есть в это время мы знаем, что активно формировались вот эти легионы зарубежные с разных наемников со всего мира, которые должны были высаживаться в Черкесии для борьбы черкесов, для помощи в борьбе черкесам с Российской империей. Однако, несмотря на все вот эти различные предложения, помощью флотом, помощью отрядами, начавшаяся в ближайшее уже время после русско-турецкой войны Крымская война, она наоборот ухудшила положение Магомеда Амина, поскольку в этот момент он стал конкурировать в этой обострившейся борьбе на территории Черкесии, освободившейся немножко уже от гнета русских войск, с дворянским адыгского происхождения князем Сефербеем, который в это время проживал у натухайцев. Сам он проживал, конечно, большей частью в Стамбуле, но в это время вернулся к натухайцам и начал там объединительную деятельность тоже, целью которой было объединить всех черкесов в борьбе с Россией. Но у них были разные интересы. Поскольку Сефербей представлял интересы адыгской аристократии, то есть именно классический адыг, да, а Магомед Амин, он все-таки был посланник извне и насаждал именно объединение под формой ислама, которая была все-таки чужда адыгам. И в итоге вот это соперничество привело к открытому конфликту между Сефербеем и Магомед Амином. Начались стычки между их, скажем так, войсками, подчинявшимися их сторонам разным. Все это усугубилось еще и тем, что Турция, она, по сути дела, покровительствуя и Сефербею, и Магомед Амину, отдала им обоим мандаты на управление, то есть фактически их стравила, то есть не выделяла кого-то из них одного. Стоит еще отметить, что очень сильную агрессию со стороны России вызвал Магомед Амин своей попыткой нападения извне. То есть, если в Черкесии война внутренняя была понятна, эти нападения, да, на гарнизоны и карательные операции со стороны России, то дело в том, что в 1855 году Магомед Амином было совершено нападение на Карачаево-Черкесию с целью подчинить себе карачаевцев и пробить коридор между Черкесией и Чечней. Попытка эта удалась ничем, то есть он проиграл, но, скажем так, очень сильно нагадил там в Карачаево-Черкесии. И причем
При этом все это происходило как раз в самые критические дни, вот в самый разгар Крымской войны, из-за чего российским войскам пришлось оттянуть часть войск из Крыма в Карачаево-Черкесию для того, чтобы удержать вот это нападение. И это очень сильно сказалось на обороноспособности крымских войск. В результате стычек с Сефербеем в 1857 году, когда они дошли до таких критических уже стадий, их обоих вызвали в Турцию для того, чтобы как-то там определить уже дальнейшие их взаимоотношения и прекратить эту рознь. В этот момент Россия сумела повлиять на Стамбул, и Магомед Амина задержали. Задержали его в Дамаске, продержали там очень долго. В это время генерал ЗАС, он совершил карательную операцию, карательную наступление в земли абадзехов вглубь и углубил, скажем так, вот эту линию обороны кубанскую вглубь именно абадзехских земель по реке Белой и Лабе, построив укрепление Майкопское и Белореченское. Таким образом, парализовав фактически абадзехов. И вернувшийся из Дамаска Мухаммед Амин застал уже как бы иной баланс сил, изменившийся не в его пользу в Абадзех. Для Магомеда Амина все закончилось в 1859 году, когда перестал существовать имамат Шамиля, когда Шамиля пленили, и война Кавказская на Восточном фронте в Чечне и Дагестане фактически закончилась. Как преданный слуга Шамиля, он был, в общем-то, поражен этим событием и предпочел сдаться русским войскам. Русское правительство ему позволило эмигрировать в Турцию, где он все равно продолжит предпринимать попытки объединения горцев против России уже со стороны Турции, всячески общался с английскими и французскими эмиссарами, собирал отряды наемников для высадки и помощи черкесам на побережье, собирал польских наемников, польских мигрантов. Вот. Но, в общем, всем он там, да, конечно же, обещал им огромные наделы, земли в Османской империи. Но планы эти оказались нереализованными, и уже вот в конце своей деятельности он выступал за прекращение военных действий, когда в самом конце войны огромные партии черкесов стали выселяться в Турцию, и перед выселением многие делегаты посылались в Османскую империю для, скажем так, для того, чтобы понять ситуацию еще за 2 года до окончания войны. Он им объяснял, что лучше сдаться, лучше сдайтесь, лучше не переселяйтесь в Турцию, оставайтесь там, чтобы сохранить землю. Кому смог, как говорится, объяснял. Но это вот позднее осознание уже, в общем-то, не сыграло серьезной роли уже в случившемся выборе судьбы черкесского народа. Поэтому в итоге, подведя итог его деятельности, да, он был хорошим, талантливым руководителем, организатором, и если бы не война, в принципе, то есть в мирное время он мог бы организовать черкесов в единое государство теми же методами. Все эти реформы, по сути дела, создали прообраз такого единого черкесского государства, но вот короткий срок этой деятельности и вот разгар этой войны, они помешали объединению полноценному. И в то же время вот это раскаяние, понимание, что можно было, видя, что противник наступает, и вот эта масса российских войск, она уже не сможет остановиться, да, то он мог бы вовремя произвести отрезвляющую деятельность, какую-то такую провести, ораторскую среди черкесов, поскольку многие же из них до последнего сомневались, стоит ли эмигрировать в Турцию или нет. И вот это слово могло бы спасти многих из них, оставив их на своих землях в Черкесии. Но поскольку к 1962 году уже ситуация была поставлена ребром, то есть либо выселение в Турцию, либо выселение на Кубань, то уже другого пути не оказалось. Понятно, что, конечно, и с русской стороны, российское правительство, такая категоричность на местах вот этих чиновников, такое самодурство, оно и привело к этой ситуации. Оставшуюся часть жизни Магомед Амин прожил в Турции, прожил очень долго, ему 107 лет было, когда он умер. Он был здоровый мужик. Вот. Он, в общем-то, получил определенные привилегии от османского правительства и, скажем так, пользовался определенным авторитетом, уважением среди черкесов-иммигрантов, именно из дворянского происхождения. Вот. Но, по сути, жизнь его оказалась закончена бесславно. В отличие от его учителя Шамиля, который получил дворянские титулы и прожил
Калуге, если не ошибаюсь. Он до конца жизни проживал вот как полноценный российский дворянин. На этом все. В следующем выпуске, я думаю, мы уже расскажем о следующем черкесском субэтносе. Это бжедухах. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!